Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. – 23 февраля Хабаровский край оказался во власти арктического циклона, который принес в регион экстремальное сочетание ледяного дождя, мощного снегопада и ураганного ветра с порывами до 30 метров в секунду. Стихия фактически парализовала жизнь краевой столицы. После ночного шторма Хабаровск покрылся толстой ледяной коркой, дороги и тротуары превратились в сплошной каток. Ситуация усугубилась масштабными авариями на теплосетях. Часть жилых массивов в центре города осталась без отопления и горячей воды в условиях минусовых температур. Городские службы перешли в экстренный режим работы, однако из-за непрекращающейся метели и обледенения расчистка магистралей продвигается крайне медленно. Транспортная система региона столкнулась с настоящим коллапсом. Международный аэропорт Хабаровск временно полностью приостановил прием и отправку воздушных судов. Рейсы, следовавшие в город, были перенаправлены на запасные аэродромы во Владивосток и Благовещенск. Наземное сообщение также оказалось парализовано. Власти закрыли движение для междугородних автобусов и большегрузного транспорта на ключевых трассах, включая направления на Комсомольск-на-Амуре и Биробиджан. ГИБДД зафиксировала десятки мелких ДТП в черте города и призвала автовладельцев категорически отказаться от поездок на личном транспорте до улучшения погодных условий. Аварийные бригады энергетиков и теплосетей ведут восстановительные работы в центральных кварталах, пытаясь вернуть тепло в дома жителей. Жителям рекомендовано избегать нахождения вблизи рекламных щитов и деревьев, которые могут не выдержать веса льда и порывов ветра. – 21 февраля в западной части Словакии произошло одно из самых заметных землетрясений за последние годы. Эпицентр землетрясения находился в Трнавской области. Подземные толчки были зафиксированы в 13:44 по местному времени и ощущались на обширной территории, включая столицу страны Братиславу и приграничные районы Венгрии и Австрии. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда сейсмического события составила 4,3, очаг залегал на глубине около 13 километров. Эпицентр располагался вблизи города Шаморин, в нескольких километрах от словацко-венгерской границы. Жители Трнавской области и Братиславы почувствовали интенсивную вибрацию, которая продолжалась около 5 секунд. Во многих домах Шаморина, Габчикова и Дунайской Стреды раскачивалась мебель, дребезжала посуда и падали предметы с полок. Власти Трнавского края сообщили, что критических разрушений инфраструктуры и погибших нет. Ученые отмечают, что Западная Словакия является сейсмически активной зоной, однако землетрясения такой магнитуды здесь случаются крайне редко. – 21 февраля на греческий остров Лемнос, расположенный в северной части Эгейского моря, обрушилась мощная буря, сопровождавшаяся сильными проливными дождями и непрерывной грозовой активностью. Атмосферный фронт, принесший экстремальное количество осадков, вызвал переполнение ливневых систем и рек, которые за считанные часы превратились в неуправляемые бушующие потоки. Уже к утру субботы ситуация приобрела серьезный характер. Вода хлынула по центральным улицам населенных пунктов, смывая на своем пути припаркованные автомобили, элементы дорожной инфраструктуры и торговые павильоны. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в прибрежных районах и низинных поселениях. Под водой оказались жилые дома и коммерческие объекты. Из-за разгула стихии транспортное сообщение на острове оказалось парализовано. Многие региональные дороги оказались заблокированы. В некоторых местах потоки воды размыли асфальтовое покрытие. Пожарная служба и подразделения гражданской обороны Лемноса приняли десятки вызовов на откачку воды из дотопленных подвалов и эвакуацию граждан, оказавшихся заблокированными в своих домах и транспортных средствах.
В ряде районов острова зафиксированы массовые отключения электроэнергии из-за падения опор ЛЭП и затопления трансформаторных подстанций. Несмотря на значительные разрушения, по официальным данным сообщений о погибших или пропавших без вести не поступало. Нескольким жителям потребовалась медицинская помощь. Сегодня на Лемносе продолжаются восстановительные работы и расчистка ключевых дорог. Метеорологи предупреждают о сохранении нестабильной погоды в северной части Эгейского моря и призывают жителей и гостей острова избегать нахождения вблизи русел рек, которые все еще остаются полноводными. Огонь! О, хорошая! О! О-хо-хо! 20 февраля на горнолыжном курорте Эльбрус и прилегающей к нему территории в Кабардино-Балкарии были проведены масштабные противолавинные мероприятия. Специалисты Эльбрусского военизированного противолавинного отряда осуществили принудительный спуск снежных масс с целью стабилизации склонов и предотвращения самопроизвольных сходов лавин на жилые и туристические объекты. В связи с проведением взрывных работ и высокой лавинной опасностью в регионе были введены временные ограничения. Для обеспечения безопасности гостей курорта и персонала полностью приостанавливалась работа всех 3 очередей канатных дорог и горнолыжных трасс. Кроме того, на несколько часов было перекрыто движение по автомобильной дороге от поселка Терскол в сторону поляны Азау. Поводом для экстренных мер послужил обильный снегопад и сильный ветер, сформировавшие на северных склонах горы Чигет и отрогах Эльбруса нестабильные снежные козырьки. В ночь на 19 февраля в районе поселка Терскол уже был зафиксирован самопроизвольный сход лавины, который, к счастью, не вышел за пределы лавиноудерживающих устройств и не причинил ущерба. В Приэльбрусье сохраняется значительный уровень лавинной опасности. Специалисты Северо-Кавказской военизированной службы ведут мониторинг состояния снежного покрова и призывают фрирайдеров категорически воздержаться от катания вне маркированных трасс. Курорт работает по фактической погоде, а канатные дороги открываются поэтапно после проведения утренних обследований склонов. «21 февраля ранним утром над Алма-Аты пронесся гигантский шкваловый ворот, возвестивший о резкой смене погоды. Низковисящая дугообразная облачность, напоминающая катящийся вал, сопровождалась шквалистым усилением ветра, порывы которого достигали 28 метров в секунду. Основной удар стихии пришелся на предгорные районы города и Медеовский район, где из-за специфики рельефа сила ветра оказалась наиболее разрушительной. Зафиксированы десятки случаев падения деревьев на проезжую часть и припаркованные автомобили, а также повреждения крыш и рекламных щитов. В ряде жилых массивов верхней части города произошли аварийные отключения электроэнергии из-за падения веток на линии электропередач. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты задействовал мобильные группы для расчистки дорог. По официальным данным, обошлось без человеческих жертв. Медицинская помощь потребовалась нескольким горожанам, получившим ушибы. Синоптики характеризуют прошедшее явление как результат прохождения активного холодного фронта, который вызвал резкий температурный контраст в предгорьях. – 22 февраля один из самых активных исполинов Камчатки, вулкан Шевелуч, произвел мощный пепловый выброс. Согласно оперативным данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения и Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, высота столба пепла составила 6000 метров над уровнем моря. Огромное облако мелкодисперсной пыли и газа под воздействием преобладающих ветров начало дрейфовать в восточном и северо-восточном направлениях в сторону залива Озерного.
Спутниковые снимки подтвердили формирование шлейфа протяженностью несколько десятков километров, который создал потенциальную угрозу для чистоты атмосферного воздуха в прилегающих районах Камчатского края. В связи с извержением для авиации был установлен оранжевый цветовой код опасности. Это означает, что выбросы пепла представляют серьезную угрозу для двигателей воздушных судов. Диспетчерские службы получили рекомендации по изменению маршрутов полетов, чтобы исключить попадание самолетов в зону распространения абразивных частиц. Несмотря на это, в ближайших населенных пунктах, таких как поселок Ключи, выпадения пепла зафиксировано не было, однако жителей предупредили о возможной смене направления ветра. Шевелуч остается в состоянии повышенной активности. У подножия вулкана продолжается рост нового лавового купола, что сопровождается частыми обрушениями раскаленных обломков и мощной фумарольной деятельностью. Вулканологи отмечают, что текущая динамика извержения указывает на высокую вероятность новых эксплозий аналогичной или большей мощности. Туристическим группам и любителям экстремального отдыха категорически запрещено приближаться к подножию вулкана в радиусе 15 километров, так как риск схода пирокластических потоков и внезапных выбросов остается высоким. «21 февраля на штат Гавайи обрушились экстремальные ливни, вызвавшие внезапные наводнения. Основной удар стихии пришелся на острова Оаху и Кауаи, где местами за сутки выпало около 500 мм осадков. Такой объем воды мгновенно переполнил естественные ливневые системы и вызвал стремительный разлив рек и ручьев, превратив городские улицы в бушующие потоки. В городе Канеохэ ситуация приобрела критический характер. Паводковые воды затопили сотни домов и коммерческих предприятий. Подразделения пожарной охраны Гонолулу и волонтеры провели экстренную эвакуацию жителей с крыш автомобилей и из затопленных зданий. По всему штату зафиксированы многочисленные оползни, заблокировавшие автомагистрали, что фактически парализовало сообщение между восточным побережьем и центром Гонолулу. Порывистый ветер, сопровождавший ливни, привел к массовым обрывам линий электропередачи, оставив без света десятки тысяч потребителей на Оаху и Кауаи. На острове Кауаи разлив реки Ханалеи привел к изоляции нескольких населенных пунктов. В районе Вайпааке сошедшие селевые потоки повредили частные владения и мосты. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации, направив силы Национальной гвардии для помощи в ликвидации последствий шторма и расчистке дорог. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой влажности и риске новых ливней. Жителям наиболее уязвимых районов настоятельно рекомендуется не возвращаться в свои дома до полной проверки электросетей и систем водоснабжения. В окрестностях города Шицзячуан, административного центра провинции Хэбэй, вспыхнул масштабный пожар, поставивший под угрозу природные ландшафты и инфраструктуру региона. Возгорание началось в субботу во второй половине дня на одном из крутых склонов прилегающего горного массива, где установившаяся аномально сухая и бесснежная погода создала идеальные условия для распространения огня. Порывистый ветер мгновенно подхватил пламя, которое стало стремительно продвигаться по сухой траве и кустарникам, формируя длинный огненный фронт. Тушение осложнялось рельефом местности. Крутизна склонов и отсутствие подъездных путей сделали невозможным использование тяжелой наземной пожарной техники в эпицентре возгорания, что заставило задействовать значительные силы ручного тушения и авиацию. К ликвидации пламени были привлечены сотни пожарных из лесной охраны, бойцы Народной вооруженной полиции Китая и многочисленные группы волонтеров. Спасатели в экстремальных условиях пытались отсечь пламя от лесных массивов и линий электропередач, проходящих через горные хребты. Из-за сильного ветра, направление которого постоянно менялось, вертолеты, задействованные в сбросе воды, сталкивались с трудностями прицельного тушения, а густой дым существенно снижал видимость в пригородных районах Шицзячуана.
Власти провинции Хэбэй частично перекрыли дороги, ведущие к горным туристическим зонам, и призвали жителей близлежащих поселений подготовиться к возможной эвакуации на случай, если верховой пожар сменит направление в сторону жилых массивов. На утро 23 февраля основной очаг пожара под Шидзячуаном удалось локализовать, однако на склонах все еще сохраняются отдельные участки задымления и тления лесной подстилки. Благодаря самоотверженной работе пожарных расчетов, работавших на передовой более 36 часов, удалось избежать человеческих жертв и не допустить уничтожения важных объектов энергоснабжения. В регионе сохраняется высший уровень пожарной опасности, в связи с чем власти ввели строгий запрет на использование открытого огня в лесных и горных зонах до конца засушливого периода. Высокогорная провинция Аябака в перуанском регионе Пьюра столкнулась с серьезными последствиями экстремальных ливней. Непрекращающиеся осадки спровоцировали серию разрушительных оползней и внезапных наводнений, превратив горные дороги в бушующие потоки грязи и камней. Согласно официальным сводкам Национального института гражданской обороны, стихия унесла жизнь как минимум одного человека. Почти 1000 человек получили травмы различной степени тяжести в результате обрушений конструкций и падений. Общее число пострадавших и лишившихся имущества превысило 7000 человек. Основной удар стихии пришелся на жилищный фонд провинции. Зафиксированы повреждения в 3160 домах. 428 строений уже официально объявлены непригодными для дальнейшего проживания из-за полной потери устойчивости фундаментов и стен. Многие семьи в Аябаке оказались фактически под открытым небом, что заставило власти экстренно разворачивать палаточные лагеря и пункты временного размещения в муниципальных зданиях и школах, расположенных на безопасных возвышенностях. Ситуация в регионе осложняется полной блокировкой дорог, связывающих Аябаку с административным центром Пьюра, что крайне затрудняет доставку тяжелой инженерной техники для расчистки завалов и подвоз гуманитарных грузов. Правительство региона Пьюра объявило в провинции Аябака режим чрезвычайной ситуации. Подразделения армии и спасатели работают в круглосуточном режиме, пытаясь восстановить связь с отрезанными горными общинами, где запасы продовольствия и медикаментов подходят к концу. Метеорологическая служба предупреждает, что атмосферный фронт над Андами остается активным, и в ближайшие 48 часов в регионе ожидаются новые волны интенсивных осадков. Власти призывают население к немедленной эвакуации из зон, подверженных риску затопления и схода селей. Аргентинская провинция Мендоса оказалась в эпицентре мощного атмосферного шторма, принесшего с собой наводнение и интенсивный град. Стихия нанесла сокрушительный удар по столице региона и прилегающим департаментам, за несколько часов превратив городские улицы в бушующие реки. Согласно оперативным сводкам гражданской обороны, наиболее тяжелая ситуация сложилась в районах Гуаймальен, Годуй-Крус и Лухан-де-Кую, где ливневая канализация мгновенно переполнилась из-за аномального объема осадков. Потоки воды затопили подвалы, первые этажи жилых домов и коммерческих объектов. Десятки автомобилей оказались заблокированы или смыты течением. Разгул стихии сопровождался выпадением крупного града, который в отдельных районах достигал размеров мяча для гольфа. Ледяная канонада нанесла серьезный ущерб знаменитым виноградникам Мендосы. Фермеры сообщают о частичном уничтожении урожая в долине Уко. В самом городе ураганные порывы ветра привели к массовому падению деревьев и обрывам линий электропередачи, в результате чего более 35 тысяч потребителей остались без света. Власти были вынуждены временно перекрыть несколько основных дорог и тоннелей из-за угрозы оползней и высокого уровня воды, что спровоцировало транспортный коллапс в вечерний час пик. Несмотря на значительный материальный ущерб, официальных данных о погибших не поступало. Медицинская помощь потребовалась нескольким жителям, пострадавшим от разбитых стекол и падения веток. Метеорологическая служба Аргентины сохраняет для региона желтый уровень опасности, предупреждая о возможности новых локальных штормов, и призывает население проявлять бдительность, так как почва в предгорьях Анд остается предельно переувлажненной.
Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.